Это история про то, как людской страх заставляет делать то, о чем потом жалеешь всю жизнь. История о трусости и забытых преступлениях. Приятного просмотра, друзья! Каждое утро у крыльца Марфы стояло ведро с чистой водой. Деревянное, рассохшееся по краю, с темным ободком от старой воды на внутренней стенке. Кто его приносил, она не знала. Снег на дворе лежал нетронутый, без единого следа. Собака не лаяла ночью, и калитка с вечера была заперта на ту же щербатую вертушку. А ведро стояло, полное до краев, и вода в нем была такая, какой во всей Студенке к тому времени уже не было нигде, потому что вся остальная вода в деревне к тому времени протухла. В колодцах она помутнела и отдавала тиной, в бочках затягивалась пленкой, в ведрах через час делалась мыльной на вкус и горчила. Бабы носили ее кипятить, отстаивать, цедить через тряпку. Без толку. Вода воняла. Стояла над дворами эта вонь, как над болотом в июле. Только на дворе был ноябрь, и от мороза она не уходила, а будто прихватывалась к ноздрям. А у Марфы Порченой, у самой бедной во всей деревне, у крыльца стояло ведро чистой. И за это ее скоро возненавидели сильнее, чем за все, что было раньше. Марфу в Студенке звали Порченой давно, с тех еще лет, когда одна беда цеплялась за другую. Не со зла даже. Так зовут человека, к которому беда прицепилась с молодости и не отстает. Муж не вернулся с фронта, пропал где-то под Ржевом, и бумага пришла такая, что не вдова и не жена, а так, серединка на половинку. Пропал без вести. Не оплакать толком, не замуж снова. Жди. Она и ждала 10-й год уже. Старший сын, который мог бы вырасти опорой, помер еще мальчишкой от горячки, а другого Бог не дал. И осталась Марфа одна, в покосившейся избе на краю деревни, у самого оврага, куда сваливали золу и битую посуду. Изба у нее была низкая, черная, с крышей, которую она каждую осень латала чем придется, то куском толя, то ржавой жестью, то просто молитвой. Зимой стены промерзали насквозь, по утрам в сенях стоял пар изо рта. Из хозяйства коза Манька, 5 кур, да старая собака по кличке Серко, седая на морде, с теплыми слезящимися глазами. Огород на песке родил мелко. Марфа ходила в колхозную пекарню помогать за мешок отрубей, чинила людям одежду за яйца или кусок сала и не жаловалась. Только иногда, разгребая утром стылую золу в печи, говорила тихо, чтоб никто не слышал: «Господи, дай дожить до тепла». Будто торговалась, будто на большее уже и не замахивалась. В Студенке редко кричали и почти никогда не били первыми. Здесь не били окна вдовам и не гнали нищих с порога. Здесь просто закрывали двери. Могли 3-й день не заметить, что у соседки не дымит труба. Могли отвернуться, если кто просил в долг муки. Могли сказать: у каждого своя беда, и закрыть дверь не от жадности, а от старого, военного еще страха снова остаться без последнего. После голодных лет так жили многие. Но был в Студенке один страх, который держал всех вместе. Страх перед старым колодцем у сухой ивы за околицей. Колодец этот стоял на отшибе, там, где деревня кончалась, и начиналось поле. Сруб у него почернел и осел, ворот без ведра торчал голым барабаном, веревка давно сгнила.
Над ним росла ива, старая, с расщепленным надвое стволом, и расщеп этот за годы затянулся черной коростой, будто рана, которую так и не зашили. Воду из колодца не брали, сколько помнили. Говорили, плохая. Говорили, кто напьется, тот сляжет. Детей пугали. Не ходи к иве, там утянет. А почему утянет и кого, не объясняли. В Студенке вообще про этот колодец говорили мало и неохотно. И если разговор сворачивал туда, старики мрачнели и замолкали, будто кто наступил им на больное. Марфа колодец обходила, как все. Не потому, что верила про «утянет», а потому, что не любила места, где люди слишком долго молчат. Воздух там был тяжелый, стоялый, будто в него набили старые золы вперемешку с чужими недомолвками. Идешь мимо, и хочется прибавить шагу, и оглянуться, и не оглядываться сразу. Тот год выдался голодным. Не настоящим голодом, какой старики помнили, а таким, от которого люди снова начали считать картофелины в погребе. Лето стояло сухое, потом ударили ранние дожди, рожь полегла. Коза у Марфы заболела и почти перестала доиться, куры неслись через раз. В пекарне ей вместо муки стали выдавать отруби да черствые сухари. Она сушила крапиву, толкла в ступке, подмешивала к тесту, чтобы хлеба вышло больше. Хлеб получался тяжелый, темный, горчил на зубах, но это был хлеб. А потом испортилась вода, и сначала это было просто бедой, общей на всех, а потом стало бедой Марфы. Тот вечер она помнила после до последней мелочи. Возвращалась из сельпо почти пустая. Керосин, соль да обмылок хозяйственного. На крупу не хватило. В сумке лежала половина черной буханки, последняя до конца недели. Небо висело низко, серое, без просвета. Ветер гнал по дороге смерзшиеся листья, они скреблись о наст, как чьи-то ногти. Серко плелся рядом, поджимая лапы от холода. У колодца Марфа всегда прибавляла шагу, но в этот раз остановилась. У сруба кто-то стоял. Сначала ей показалось столб или мешок кто-то бросил, с зерном или с тряпьем, серое на сером, в сумерках не разобрать. Она прищурилась, и столб шевельнулся. Это была женщина. Стояла к Марфе спиной у самого сруба, в платке. И платок был мокрый, с него текло. Тонко, ровно, по плечам, по спине, на снег под ногами. Хотя дождя не было уже третий день, и снег вокруг лежал сухой, скрипучий. Женщина не двигалась, просто смотрела вниз в черное горло колодца, будто там на дне кто-то ее ждал, и она вот-вот туда пойдет. «Эй!» — сказала Марфа. Голос вышел чужой, тонкий. «Замерзнешь. Чего стоишь?» Женщина не обернулась. Серко вдруг прижался к ногам Марфы и тихо, утробно завыл. Не залаял, завыл, как воют на покойника. Шерсть на загривке встала торчком, а женщина наклонилась над срубом. Низко. Ниже, чем может живой человек наклониться и не упасть. Так, что верхняя половина тела ушла вперед, за край, в темноту, а ноги остались стоять ровно, прямо, будто ее держали за пояс невидимой рукой. И замерла так. С подола капало. Капли падали в колодец, и слышно было, как они там, далеко внизу, бьются о воду. Кап, кап. Ровно. Марфа не помнила, как у нее в руках оказался хлеб.
Она положила полбуханки на сруб с краю, отступила и пошла. Быстро, не оглядываясь. Сердце колотилось так, что в ушах отдавало. За спиной все капало. Ровно, одна капля за другой. Хотя женщина больше не двигалась. Марфа это знала, спиной знала. И от этого знания ноги несли ее сами, все быстрее, пока деревня не сомкнулась вокруг знакомыми темными избами. Серко обогнал ее и первым нырнул в подворотню. И всю ночь не вылезал из-под лавки. Наутро у крыльца стояло ведро чистой воды, полное. Марфа вышла за дровами и чуть не споткнулась о него. Постояла, глядя. Снег вокруг ведра был нетронутый, ни следа, ни вмятины, будто оно само выросло из-под земли за ночь. Она наклонилась, зачерпнула ладонью. Вода была ледяная, прозрачная, без запаха. Она поднесла к губам, попробовала. Обычная вода, хорошая. В деревне к тому утру воды уже не было ни у кого. Марфа занесла ведро в избу, поставила в угол. Села на лавку и долго смотрела на него. Уговаривала себя. Принес кто-то. Из жалости. Из тех немногих, кто к ней по-человечески. Может, Дуня почтальонша, у нее сердце доброе. Может, кто из баб, кому она рубаху чинила. Принесли по-тихому, чтоб не позориться перед деревней, мол, порченой помогаем. Уговаривала, а самой не верилась, потому что снег был чистый, и потому что она помнила, как капало с того подола. На дне ведра под водой что-то темнело. Марфа закатала рукав, опустила руку, достала пуговица, медная, женская, от кофты, почерневшая от времени, с остатками ниток в ушке. И рядом комок размокшей бумаги. Она осторожно развернула его на столе, разгладила пальцем. Бумага расползалась, чернила почти смыла. Но одно слово на ней еще держалось, выведенное твердой рукой с нажимом. «Сознайтесь». Марфа долго сидела над этим словом. Потом завернула пуговицу в тряпицу и убрала за икону в угол, сама не зная зачем. Так оно и пошло. Каждое утро ведро у крыльца, и почти каждое утро на дне что-нибудь долежало. То ржавая женская заколка, гнутая, с засохшей в зубьях тиной, то лоскут платка, серого, выгоревшего, с обтрепанным краем, то еще пуговица. Вещи были старые, пахли застоявшейся водой и землей, и Марфа складывала их за икону к первой и старалась о них не думать. А деревня тем временем сходила с ума от вони. Воду возили теперь за 5 верст из соседней Глинки, на санях в бочках. Возвращались, а через день и привозная в бочках тухла. Корова не пила, дети маялись животами, бабы ругались у пустых колодцев. И скоро по деревне поползло. А у порченой-то вода есть. Сама видела, стоит у крыльца, чистая, каждое утро. Откуда у нищенки вода, когда у людей нет? Первой пришла Агриппина, соседка через 2 двора, востроносая, с поджатым ртом. «Покаж», — сказала она с порога, не здороваясь. Марфа показала ведро. Агриппина посмотрела на воду долго, недобро. Потом подняла глаза на Марфу. «Прикормила», — сказала тихо. «Прикормила ты ее, утопленницу. Носишь ей чего, вот она тебе и таскает. Она нас порчу свела. Думаешь, не знаем?
Вся деревня без воды, одна ты при воде. Это как, по-твоему?» «Не носила я никому ничего», — сказала Марфа. «Хлеба раз оставила на срубе». «Хлеба», — повторила Агриппина и сплюнула. «Вот и допросишься, с нечистью хлебом делиться». Но воды попросила. Стыдно, не глядя в глаза, для больного дитя попросила. И Марфа налила. Конечно, налила. У нее бы рука не поднялась отказать. Агриппина унесла полный жбан, прижимая к груди. А на завтра пришла снова, и лицо у нее было серое. «Стухла», — сказала она, — «за ночь стухла твоя вода, хуже прежней. Что ж ты делаешь-то, ведьма?» Марфа налила сама себе из того же ведра, выпила при ней. Вода была чистая. «Видишь», — сказала, — «у меня чистая». Агриппина попятилась к двери и ушла, не сказав больше ни слова. А на другой день у Марфы на калитке с утра чернела полоса дегтя. Мазнули ночью. Так раньше мазали ворота нечестным девкам. Теперь ей. Вода не передавалась. Это Марфа поняла за неделю. Кому не нальет, у того через ночь тухнет еще злее, чем была. А у нее стоит чистая, будто вода эта не для деревни, а только для нее одной, будто ее приносят лично Марфе в руки, и больше ни в чьи руки она не идет. Она и так пробовала, и эдак. Перелила в чужой жбан, стухла у чужого. Отдала свое ведро бабке Агафье целиком, с водой. У Агафьи к утру в нем пленка и вонь, а у Марфы наутро снова полная, чистая, у крыльца. Один раз отнесла к ринку захворавшей девчонке Прокудиных, поставила у постели. Мать наутро прибежала, чуть не с кулаками. «Ты что нам принесла? Отрава какая-то. Дитё всю ночь маялось». А ведь Марфа из того же ведра пила при ней. Стала после этого осторожнее. Воду давала, но предупреждала. «Пейте сразу, не держите». Кто успевал выпить сразу с дороги, тому ничего. Кто оставлял на потом, тому гниль. Будто вода терпела ровно столько, сколько надо донести от Марфиного крыльца до чужого рта, а дальше отказывалась служить. И от этого по деревне пошел шепот еще гаже прежнего, что порченые людей травит, что нарочно дает хорошую, а та портится, потому что заговоренная, что прикормила утопленницу и теперь с ней заодно. Марфа слышала это вполуха у пекарни, у сельпо, спиной чувствовала взгляды. Молчала. Привыкла за жизнь молчать, когда о ней говорят дурное. И от этого деревня боялась ее все сильнее. А Марфа все чаще ловила себя на том, что думает про ту женщину у колодца. Про мокрый платок, про то, как капало, и про слово на бумаге. Сознайтесь. В чем? Кому? Она спрашивала себя по ночам, лежа без сна под промерзшей стеной, и не находила ответа. Слово было не к ней обращено, это она чувствовала. Не помоги, не отпусти, не уйди, а сознайтесь, будто кому-то, кто давно знает в чем, и молчит. Старики в деревне знали. Марфа теперь видела это ясно. Стоило при них помянуть колодец или иву, и они каменели лицом, отводили глаза, переводили разговор. Старый Тимофей Захарыч, которому уж за 70 перевалило, еще до войны председателем был, а при немцах за старосту остался. При одном слове «колодец» вставал и уходил, тяжело опираясь на палку, будто его палкой этой кто в спину гнал. Что-то было.
Что-то они все носили в себе, как камень за пазухой, 10 лет, а может и дольше. А ночи становились хуже. Сначала Марфа думала, что ей мерещится. Лежишь в темноте, в ушах шумит от тишины, вот и чудится. Но на третью ночь она встала к окну попить и увидела на дворе следы. Босые. На свежем снегу от калитки к крыльцу и обратно к калитке. Босые женские следы, маленькие, и в каждом следу стояла вода. Не растаявший снег, а черная вода, как из колодца. И не замерзала она на морозе, блестела. Марфа стояла у окна, не дыша, смотрела на эти следы и не могла отвести глаз. А утром следов не было, и снег лежал чистый. Только ведро у крыльца, полное. Потом начались стуки, тихие, по ночам, в стену с той стороны, где у Марфы стояла икона и где за ней лежали вещи со дна. Тук. Помолчит. Тук, тук. Будто кто-то с улицы изнутри стены осторожно стучался, проверял, тут ли еще пуговица, заколка, лоскут. Марфа лежала и считала эти стуки, и Серко из-под лавки тянул тонкую, дрожащую ноту, не вой даже, а скулёж, какой бывает у собаки, когда она видит то, чего не видит хозяин. Один раз, это уже под конец, перед самым тем утром с пустым ведром, Марфа проснулась от того, что в избе пахло водой, сыростью, тиной, дном. Она открыла глаза и в темноте у печи разглядела очертания. Кто-то стоял невысоко, в платке. С платка капало, кап по полу. Марфа замерла под одеялом, сердце колотилось в горле. Очертание не двигалось, только капало. И вдруг наклонила голову набок, медленно, неживым движением, будто прислушиваясь к чему-то под полом. И Марфа поняла, что та слушает колодец, свой колодец, себя, лежащую там внизу, на дне. А потом очертание растаяло и пахло водой еще долго, до света. К концу второй недели Марфа решила, надо упокоить. Раз утопленница, безымянная, неотпетая, значит, мается. Оттого и ходит, оттого и воду мутит. Так бабка ее когда-то говорила. Неотпетый покойник по земле тоскует. Значит, отпеть. Марфа собрала, что было, 3 яйца, кусок сала, последнюю мелочь, и пошла за 5 верст в Глинку, где доживал свой век старый отец Никодим, единственный на всю округу, кто еще помнил, как служить. Старик выслушал ее, покивал. Про утопленницу безымянную, про то, что мается, отслужил как смог по усопшей рабе Божией, чье имя один Бог знает и помнит. Марфа поставила свечку, постояла, поплакала даже немного. Не по утопленнице, а так, обо всем сразу накопилось. Вернулась домой затемно, легла с надеждой, что отпустит. Не отпустила. Наутро ведро стояло, как стояло, а вода в деревне в тот день протухла так, что хоть беги. Вонь поднялась от колодца у ивы, гнилая, сладковатая, мертвенная, и легла на всю студенку, забралась в избы, в одежду, в волосы. Ночью от колодца впервые за все эти недели послышался звук. Заскрипел ворот. Сам. Без ведра, без веревки. Голый барабан проворачивался в темноте, медленно, с натугой. Скрип, скрип. Будто кто-то там у сруба крутил его и крутил,
поднимая со дна то, чего на дне быть не должно. А под скрип тонкий звук, не сразу и разберешь. Плач. Женский. Без слов. Деревня в ту ночь не спала, и Марфа поняла. Ошиблась. Не отпевания хотела та женщина, ни одной свечки. Что-то другое. Что-то такое, чего ни она, ни отец Никодим не дали. Утопленницу безымянную она помянула, а той женщине нужно было имя и еще правда, сказанная вслух. На следующее утро ведро у крыльца оказалось пустым. Пустым и мокрым изнутри, будто воду из него только что вылили. А рядом на снегу лежала заколка. Та самая ржавая, что Марфа уже раз доставала со дна и убрала за икону. Лежала острием от крыльца, указывала в сторону колодца. Марфа стояла на крыльце, куталась в платок и понимала, что ее зовут. Не словами, вещью, положенной острием в нужную сторону. Понимала и боялась так, что зуб на зуб не попадал. Любая другая не пошла бы. Заперлась бы, занавесила окна, молилась бы до света. Но Марфа всю жизнь была той, от кого все отворачивались, и, может, поэтому она одна не смогла отвернуться. Взяла пустое ведро, моток веревки из синей, накинула тулупишко и пошла. Серко за ней не пошел, забился под лавку, дрожал. У колодца было тихо, ворот стоял неподвижно, ива чернела над срубом, и расщеп в ее стволе на морозе казался открытым ртом. Вонь здесь стояла гуще всего, такая, что Марфа дышала через рукав. Она привязала веревку к ведру, перекинула через ворот и стала опускать. Ведро ушло вниз, в черноту, долго, дольше, чем должно бы. Стукнула о воду. Марфа качнула веревку, чтоб зачерпнула, и потянула обратно. Ведро шло тяжело, тяжелее, чем от одной воды. На полпути за что-то зацепилась. Марфа дернула, ворот заскрипел, и наверх, переваливаясь через край сруба, выползло ведро, полное черной воды, а в воде поперек лежало что-то длинное, обмотанное истлевшей тряпкой. Короб. Небольшой, деревянный, окованный по углам ржавым железом, разбухший от воды с сорванной крышкой. Марфа вывалила его на снег вместе с водой, отскочила. Постояла, переводя дух, потом, перекрестившись, опустилась на колени и стала разбирать. Внутри, под слоем черного ила, лежали вещи. Гребень, связка сухих трав, рассыпавшихся в труху от прикосновения, маленький медный крестик на сгнившем гайтане и тетрадь, завернутая в промасленную тряпицу. Тряпка истлела не вся, но сама тетрадь разбухла, страницы слиплись в один кирпич, чернила расплылись, и все же кое-где, у корешка, где бумагу не так размыло, еще держались строчки. Марфа осторожно отделила верхний лист ногтем. Звали к Анне Кузьминой. На сносях была. Родила благополучно, дитя живо. Дальше расплылось. Она перевернула, нашла другой клочок, читаемый. Не велят держать чужого, бояться. А как не держать, когда человек помирает у тебя на руках? Грех отвернуться. Пусть лучше меня и обрыв. А на внутренней стороне разбухшей крышки короба, нацарапанная гвоздем глубоко, чтоб вода не смыла, то же слово, что Марфа уже знала наизусть. Сознайтесь. Друзья, если вам нравятся мои истории, то будьте добры, поставьте лайк
и напишите, откуда вы смотрите. Жду вас в комментариях. А если подпишетесь, то благодарности моей не будет предела. Имя у женщины было Прасковья. Марфа узнала это не сразу и не от стариков. Те молчали, как мертвые. Узнала по тетради, по тем клочкам, что смогла разобрать, отделяя страницу за страницей у себя на столе, при свете лучины, ночами. Тетрадь сохла плохо, листы рвались под пальцами, чернила расплывались в синие облака, и все же кое-что читалось. Прасковья записывала свои дела, как другие бабы зарубки делают. Кого лечила, кому роды принимала, какие травы когда собирать. Бытовое, простое. Февраля у Кузьмины в дитя в горячке. Поила малиновым корнем, отошло. Косить зверобой на Иванов день, не раньше. Агафья от ломоты в коленях, мазь, как мать делала. От этих строчек Марфе делалось не страшно, а горько до слез. Живой человек писал. Хозяйка, работница, нужная всей деревне. Не ведьма. А ближе к концу, где бумагу размыло меньше, видать, тетрадь лежала плотно закрытой, и у корешка вода взяла ее меньше, чем по краям. Строчки пошли другие, тревожные. Привела чужого, молчу. Грех отвернуться от помирающего. Боюсь не за себя, за всех боюсь. Если узнают, пожгут село. И последнее, что Марфа сумела разобрать, выведенное в торопях с кляксами. Если что со мной, пусть знают, что не ведьма я, человека спасала. Сознайтесь после, кто видел. Не дайте оболгать. Сознайтесь, вот оно откуда. Не нечисть это писала, обращаясь в пустоту. Это Прасковья, живая еще, заранее, чуя беду, просила тех, кто знал. Если меня не станет, скажите правду, не дайте назвать ведьмой. А они не сказали, 10 лет не сказали. И слово ее осталось на дне, в коробе, дожидаться того, кто, наконец, достанет. Остальное Марфе рассказала бабка Агафья. Старуха пришла сама, как прослышала, что Марфа достала со дна короб. Села на лавку, положила сухие руки на колени и долго молчала, глядя в угол, где за иконой лежали вещи. «Прасковья», — сказала наконец, — Кравцова, травница наша. Я думала, и косточек ее уж не сыщется». И рассказала. Не сразу, кусками, замолкая, утирая глаза концом платка, и Марфа не торопила. Доливала ей чаю из той самой чистой воды, и Агафья пила, грея руки о кружку. Прасковья жила у самой ивы, в избе, которую после растащили на дрова. Травница, повитуха, полдеревни через ее руки на свет вышла. Бабы к ней бегали с хворью, со скотиной, с родами. Знала травы, заговоры, умела, чего другие не умели. Зато ее и любили, и побаивались. А в войну в 42-м прибился к ней раненый, не местный. Отбился от своих при отступлении, обмороженный, с пулей в боку, добрел до Студенки еле живой по первому снегу. Деревня была под немцем тогда, рядом стоял гарнизон, и за чужого, за окруженца могли пожечь полсела вместе с бабами и детьми. Боялись до колик. А Прасковья взяла его к себе, выхаживала, прятала в подполе, лечила травами, пулю вынула сама, кормила своим, последним, от себя отрывая. «Кто знал, молчал», — говорила Агафья. «Я знала. Еще 2-3. Думали, выходит, человек окрепнет, уйдет к своим и обойдется.
Грех бы на душу не взяли, кабы выдали. Так думали поначалу, а оно не обошлось. Пришла проверка. То ли донес кто из своих же со страху, то ли немцы сами вынюхали, теперь не разобрать. Стали искать чужого по дворам, грозили: не выдадите, спалим всех. И тут деревенские, чтоб отвести беду от себя, решили свалить все на одну, на Просколью. Сказали: вот ведьма, колдунья, она и прячет, она и виновата, с нее и спрашивайте. А мы ее сами боимся, мы ни при чем. Раненого-то к тому часу уже и не было. Успел уйти ночью, как почуял неладное, и куда сгинул, никто не узнал. Пропал без вести, как тысячи тогда пропадали. А Прасковья осталась, и всю вину свалили на нее одну. «Тимошка свалил», — сказала Агафья, и голос у нее задрожал, и кружка в руках звякнула о зубы. «Захарыч. Он тогда за старшего был, староста, ему и решать. Он и придумал на Прасковью указать, чтоб себя спасти, всех спасти, говорил, деревню, детей, а ее...» Агафья замолчала надолго. Марфа ждала, не дыша. «А ее не немцам отдали», — выговорила старуха совсем тихо. «В том и страх. Побоялись отдавать. Она ж на допросе все бы рассказала. Кто знал, кто прятать помогал, кто молчал. Всех бы за собой потянула. И решили. Концы в воду. Свои решили. Ночью свели ее к колодцу. Тимошка, да еще двое, теперь оба в земле давно. И столкнули. Живую. А следом короб скинули. Со всем добром. С тетрадью, чтобы памяти не осталось. Чтобы никто не дознался, что она людей спасала, а не вредила. Утром сказали: ушла Прасковья к партизанам, сбежала. А вода, мол, в колодце с тех пор худая стала, нехорошая. Не берите оттуда, чтоб не лавил никто туда, чтоб не нашел, что на дне. Марфа сидела, окаменев. 10 лет, — сказала Агафья, — 10 лет молчим. Сперва со страху, при немце-то. Потом наши пришли, немцы погнали, а мы все молчим уж от другого страху. Что свои же, советские, спросят: а где окруженец? А почему травницу свою порешили без суда? Тут уж не немцы, тут трибунал. А после и привыкли молчать. Оно так легче, дочка. Скажешь правду, а делать-то с ней что? Тимошку под суд? Полдеревни в пособнике? Кто детей растил у этих людей? Кто хлеб с ними преломлял? У кого они в кумовьях? Вот и молчали. Удобнее молчать, чем по имени звать тех, кто на кладбище под чистыми крестами лежит. Она поднялась, опираясь на палку, отдала Марфе пустую кружку. «А она не ушла?» — сказала уже у двери. «Она тут, на дне. Все эти годы лежала тихо, пока терпелась. А ныне вода испортилась по всей деревне. Это она терпеть перестала. И не даст воды, пока не повинимся». Старуха поглядела на Марфу долго, странно. «Я еще вот что думаю. Она тебя почему выбрала-то? Почему тебе воду носит, а не мне, грешной, которая знала да молчала? Потому что ты ей хлеба дала, одна за всю деревню. Не побоялась, последний кусок отломила нечисти, как все думали. Так и она когда-то того раненого не побоялась, последнее отдала. Одной вы породы, дочка. Обеих вас деревня порченными ославила, чтоб самой чище выглядеть. Вот она в тебе
себя и признала. После Агафьиных слов Марфа уже не могла делать вид, что не понимает. И от этого знания ей стало страшнее, чем от мокрого платка, страшнее, чем от скрипа ворота. С призраком еще можно было молиться, а с тем, что сделали живые, что делать? На дне колодца была не ведьма. Там лежала убитая женщина, которую 10 лет назад свои же столкнули в воду за то, что она пожалела умирающего. И деревня все это знала. Знала и молчала, потому что молчать было удобнее. Теперь Марфа поняла. Вода не портилась сама. Прасковья не давала деревне пить, пока они молчали. А Марфе носила воду, чистую, в руки, потому что та одна протянула руку ей. Можно было оставить все как есть, жить дальше при своей воде, пусть деревня травится, ей же не привыкать отворачиваться. Можно было закопать короб обратно, забыть, не лезть. Так было бы тихо. Но тогда Прасковья осталась бы на дне, безымянной, оболганной, навсегда ведьмой, которая воду мутит. А Марфа навсегда порченной, потому что она вдруг поняла ясно, как днем. Пока Прасковью помнят ведьмой, Марфу тоже будут считать порченной. Одну утопили, другую гнали от порога за чужой грех. И она пошла к людям. Сход собрался у колодца сам собой. Слух, что порченая достала со дна короб и зовет всех к Иве, облетел студенку за час. Пришли почти все. Стояли полукругом, кутаясь от ветра, переговаривались вполголоса. Вонь от колодца была такая, что бабы прикрывали лица платками. Тимофей Захарыч стоял в первом ряду, опираясь на палку обеими руками, и смотрел на Марфу из-под седых бровей тяжело, неотрывно. Марфа положила короб на сруб, рядом выложила вещи: гребень, крестик, пуговицы, заколку, лоскут платка и тетрадь. «Это Прасковье Кравцовой», — сказала она. Голос дрожал, но она не дала ему сорваться. «Травницы, той, что с 42-го в этом колодце лежит, на дне. 10 лет». Толпа загудела. Кто-то охнул, кто-то попятился. «Замолчи», — сказал Тимофей Захарыч. Тихо сказал, но все услышали. «Замолчи, дура, не тронь, чего не понимаешь. Хуже сделаешь. Всем хуже сделаешь». «Куда уж хуже, Захарыч», — сказала Марфа. «Воды нету, дети болеют, а она внизу лежит, не отпетая, оболганная. Это вы хуже сделали 10 лет назад». Она подняла тетрадь. Тут рукой ее писано, что раненого она прятала, что человека помирающего пожалела. За это вы ее и утопили, чтоб себя спасти. А потом ведьмой ославили, чтоб никто не дознался. «Кто старое помянет», — выдохнул кто-то из задних рядов, — «тому глаз вон. А кто забудет, тому оба», — оборвала Агафья, выходя вперед, опираясь на палку. «Я знала, я молчала. Хватит. Она правду говорит. Я притом была. Тимошка ее сводил. Тимошка и придумал». Тимофей Захарыч повернулся к старухе, открыл рот и не сказал ничего. Лицо у него пошло пятнами. И тут заскрипел ворот. Сам. Медленно, с натугой, барабан провернулся раз, другой. Толпа ахнула, отшатнулась. А из колодца, из черного его горла, пошла вверх вода. Поднималась по стенкам сруба. Выше, выше, к самому краю, и встала вровень с верхним венцом, гладкая,
черное, как зеркало. И в этом зеркале, в черной воде, все увидели отражение. Женщина в мокром платке стояла у сруба среди них, отраженная в воде, а на снегу, на том месте, никого не было. Платок мокрый, с подола капает, лицо бледное, спокойное, и смотрит прямо на Тимофея Захарыча. Старик попятился, выронил палку. «Сознайтесь», — сказала Марфа, в полной тишине, громко и ясно. «Скажите вслух, что сделали, иначе она не уйдет, и воды не будет. Никогда». Вонь стала нестерпимой. Кто-то из баб заплакал в голос, дети жались к юбкам, а вода в колодце дрожала, и отражение в ней не дрожало вместе с ней. Стояла ровно, неподвижно и смотрела. Тимофей Захарыч упал на колени в снег. Не от ноги старой, сам. Закрыл лицо руками. «Я», — сказал он, глухо, в ладони. «Я свел ее. Я сказал на нее указать. Боялись, все боялись. Я думал, всех спасаю. А я ее, живую». Он завыл вдруг, тонко, по-стариковски, как тогда выл Серко. «Прости, Прасковья, прости, Христа ради. Виноваты мы, все виноваты. Я первый». Останки подняли через 2 дня. Вода в колодцах посветлела за ночь. Утром бабы черпали, чистую, холодную, добрую, какой не было все эти недели. Пробовали воду прямо из ладоней, крестились, смеялись, плакали. У колодцев снова заскрипели коромысла. Прасковья пришла к Марфе в последний раз в ту же ночь. Марфа не спала, лежала, слушала тишину, в которой больше не скрипел ворот. И вдруг почувствовала, в избе кто-то есть. Не страшно почувствовала, тепло. Женщина стояла у печи, в платке, но платок был сухой. Лицо спокойное, ясное, не бледное больше, а живое почти. Она посмотрела на Марфу и кивнула. Просто кивнула. За хлеб, что та оставила тогда на срубе. За слово, что не побоялась сказать вслух при всей деревне. За то, что одна не отвернулась. А потом отвернулась сама и шагнула, будто в воду вошла, в темноту у печи, и темнота на миг колыхнулась, как поверхность колодца, и снова стала просто темнотой. И все. Марфа полежала еще, потом встала, подошла к печи, потрогала пол ладонью. Сухо, тепло. Серко вылез из-под лавки, потянулся, ткнулся ей в руку мокрым носом и впервые за месяц завилял хвостом. Наутро у крыльца не было ведра. Впервые за все это время. Марфа вышла за дровами, глянула — пусто. Снег чистый, нетронутый, и нет на нем ничего. Она постояла, и не было ей ни страшно, ни горько. Вода теперь была у всех. Ведро ей больше не нужно. А на колодце, на срубе, лежала пуговица. Медная, женская. Та самая, первая, что Марфа когда-то достала со дна. Кто-то или что-то вернул ее сюда, наверх, на свет, сухую. Марфа дошла до колодца, взяла пуговицу, подержала в ладони. Теплая была, будто только что из руки. Она убрала ее в карман и понесла домой, к себе, насовсем. Порченой ее больше не звали. Не сразу, конечно, не за один день,
но как-то само сошло на нет, забылось. Бабы стали здороваться при встрече, кивать. Агриппина однажды принесла молока, не глядя в глаза, буркнула что-то про «спасибо за воду тогда» и ушла. Тимофей Захарыч пережил ту зиму, а весной тихо помер. И хоронили его без злобы, но и без почестей, как человека, который под конец все-таки сказал правду, хоть и поздно. Иногда ночью Марфе казалось, что от колодца доносится звук. Не плач, как раньше, и не скрип, а тихий, ровный звук, будто кто-то спокойно, по-хозяйски набирает воду, опуская ведро в добрую воду и поднимая полным. И тогда Марфа выходила на крыльцо, куталась в платок, смотрела на черную иву над срубом, на дорогу, уходящую за деревню, по которой когда-то ночью увели Прасковью, и говорила негромко в темноту. Сознались, Прасковья, все знают. В ответ был только ветер. Он проходил по деревне, качал старую иву, тревожил снег на срубе колодца и уходил дальше, в поле. И этого было достаточно. Спасибо вам, что смотрите или слушаете мои рассказы. За ваши комментарии и лайки огромное спасибо, мне очень приятно. Возможно, мы никогда с вами не услышимся, так что подпишитесь, чтобы не пропускать мои истории. А еще сейчас перед вами на экране несколько интересных рассказов в таком же формате с моего канала. Приятного просмотра, друзья!